Как выполняется накат справа, как его тренировать и какие упражнения помогут его освоить, смотрите в этом видеоролике. Не попадайте 2 раза на стол, не получается сильно ударить мяч, рука постоянно болтается, остановитесь. Нам пора разобраться, почему так происходит и почему правильный накат важнее любого элемента. Освоив правильный накат справа, вы сможете быстро освоить все остальные атакующие элементы и стать гораздо сильнее. Меня зовут Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь мы ставим эталонную технику и постигаем секреты мастерства. Поэтому, если хотите достигнуть теннисного просветления, то подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждую неделю. Накат справа является базовым атакующим элементом, без вращения. На начальном этапе постановка идеального наката сказывается на всех элементах справа в дальнейшем. Поэтому, если у вас проблемы с топ-спинами, подставками или ударами, то большая часть из них от неправильной техники наката. В этом ролике мы рассмотрим технику выполнения, а также как и в какой последовательности поставить четкое движение, и рассмотрим подводящие упражнения, как разработать ноги и подчинить свой локоть, который чаще всего двигается, как сам захочет. Чтобы освоить накат справа, необходимо знать фазы удара. Это исходное положение, замах, удар, точка касания и завершение удара. Исходное положение. Спортсмен стоит в правом углу, корпус повернут под углом около 45 градусов вправо. Ноги в согнутом положении, левая нога впереди, правая сзади. Пятка левой ноги и носок правой находятся на одной линии и развернуты немного в сторону. Локоть находится чуть впереди линии тела, сбоку, на расстоянии кулака. Локоть согнут под углом 90 градусов, ракетка смотрит носиком в сторону, кисти предплечья на одном уровне, плечи стоят ровно. Замах. Разворачиваем плечи и таз немного вправо, загружаем правую ногу для создания энергии, предплечье незначительно отводится назад. Удар. Удар начинается с ног. До момента касания с мячом начинается разворот в тазе, затем следует корпус и за ним сгибается предплечье вперед внутрь в локтевом суставе. Точка касания. Играем в высшей точке отскока мяча. Угол ракетки немного наклонен вперед, удар выполняется центром ракетки в центр мяча. Завершение удара. Корпус и носки разворачиваются параллельно столу. Предплечье идет до уровня головы, локоть следует после удара за предплечьем, но также остается внизу. Указательный палец смотрит в направлении удара. Так выглядит накат справа. Теперь разберемся, как его быстро и правильно освоить. Работа руки. Первое, настраиваем руку и точку удара. Если вы успешно освоили толчок справа, тогда у вас не возникнет проблем. Если вы пропустили этот момент, то изучите ролик толчка справа, ссылка появится сверху. На первых шагах я всегда учу руку доводить до головы, касаясь брови. Потому что если вначале учиться вести руку просто до головы или останавливать между бровей, то очень сложно почувствовать движение и задать ему правильное направление. Опробовав все эти варианты, могу с уверенностью сказать, что он самый эффективный. Мы встаем в правостороннюю стойку. Чтобы правильно поставить ноги, можете начертить линию или положить палку, чтобы пятка левой ноги была на одной линии с правым носком. Ставим локоть 90 градусов и смотрим, чтобы носик ракетки был на одной линии с кистью и предплечьем. Отлично, мы заняли основную стойку. Теперь попробуем рукой делать удар вперед и коснуться запястьем левой брови. Обязательно коснуться, не переживайте, вы не ударите себя по голове ракеткой, но это не точно. Попробовали пару раз, чтобы понять вообще, что надо делать. В идеале тренер сопровождает ваше движение рукой. Теперь подводящие упражнения, чтобы почувствовать, как работает предплечье в ударе. Упражнение 1. Кладем руку на стол и начинаем выполнять движение предплечьем. Отводим предплечье к лицевой линии, затем к средней. Так делаем около 50 раз. Самое главное, делайте плавно. Нам важно не количество, а чтобы вы почувствовали, как локоть стоит на месте, а предплечье двигается вокруг локтя внутрь. Упражнение 2. Кладем правый локоть в ладонь левой руки. Левой рукой держим локоть, чтобы он не двигался, а предплечье правой руки делаем движение вокруг локтя и касаемся запястьем левого локтя. Это упражнение поможет почувствовать полное движение предплечья и зафиксировать плечевую кость, чтобы она не выворачивала локоть в сторону. Упражнение 3. Также кладем правый локоть в ладонь, только теперь предплечьем делаем движение вверх, касаясь запястьем левой брови.
Плечо будет подниматься вверх на пару сантиметров. Это нормально. Не сутультесь и не пытайтесь головой дотянуться до запястья. Это упражнение нам необходимо, чтобы вы почувствовали, где у вас должно быть окончание движения. Упражнение 4. Соединяем второе и третье упражнение, кладем локоть в ладонь и теперь начинаем движение предплечья вперед внутрь, как во втором упражнении. Доводим его, пока запястье, локоть и плечо не будут одной линией, и затем начинаем делать третье упражнение. Доводим запястье до левой брови. Медленно повторяем, пока движение не станет одним. В итоге у вас получится движение вперед-вверх. После имитации движения переходим к удару по мячу. Кладем локоть в ладонь, тренер бросает мяч удобной высоты, и мы делаем движение вперед и до головы. Локоть обязательно держим. Нам это необходимо, чтобы, во-первых, его зафиксировать, во-вторых, сразу научиться работать предплечьем, а не всей рукой. И следите, чтобы носик ракетки смотрел в сторону. Кисть у брови должна быть под острым углом. Если вы подставите вторую руку, точно так же у вас получится крыша домика. Упражнение 2. Локоть продолжаем держать, и тренер бросает БКМ. Следим за правильностью выполнения. Начали попадать правильно на стол, усложняем. Упражнение 3. Держим локоть. Тренер подает медленную и завышенную подачу. Мы также выполняем удар, касаясь левой брови. Шлифуем пока что правильный одиночный накат. Упражнение 4. Держим локоть. Держим мяч на стабильность. Первая задача — научиться держать мяч не меньше 10 раз. Когда начали попадать, переходим на работу корпуса и замах. Проблема всех начинающих, которые перетекают уже в полупрофессиональный спорт, из-за невнимательности игроков или незнания, это неиспользование корпуса. Чтобы почувствовать корпус, необходимо отработать следующие подводящие упражнения. Упражнение 1. Берем любую длинную палку, в нашем случае это сачок, и кладем его в сгибе локтевого сустава за спиной. Встаем лицом к столу и выполняем поворот до отказа вправо, затем до отказа влево. Задача — почувствовать косые мышцы живота, а также заострить внимание, как поворачиваются плечи в ударе. Следите, чтобы плечи всегда были на одном уровне на протяжении всего упражнения. Покрутились, теперь точно так же развернулись в основную стойку при накате и точно так же выполняем повороты. Упражнение 2. Берем любой предмет, набивной мяч, тазик, корзинку, и кладем сбоку от себя на столе. Берем двумя руками предмет и перекладываем его на другую сторону стола. И так плавно переставляем из стороны в сторону предметы, акцентируя внимание на мышцах, участвующих в поворотах. После того, как вы это прочувствовали, переходим к упражнениям с мячом. Упражнение 1. Кладем руку на стол, сбоку кладем мяч. Теперь наша задача из этого положения, не используя руку, прокатить мяч вперед за счет разворота корпуса. Следите, чтобы предплечье и локоть не шевелились. Плечи разворачиваем, пока они не будут смотреть четко в угол, куда мы играем. Сейчас это диагональ. Упражнение 2. Тренер бросает мячик на нашей половине, и мы точно так же делаем поворот корпусом. Пока задача просто попасть ракеткой по мячу за счет поворота корпуса. Когда начали попадать, стараемся, чтобы мяч перелетел через сетку. Упражнение 3. Тренер бросает БКМ, ученик за счет поворота корпуса играет по мячу. Продолжаем следить за рукой. Если она не поддается контролю и дергается, тогда устанавливаем палку за спину и берем ракетку. И снова делаем удары. Палка заблокирует движение руки вперед, и вы вынуждены будете играть только корпусом. Упражнение 4. Тренер подает подачу, выполняем удар корпусом. Упражнение 5. Держим мяч на стабильность, только корпусом. Задача добиться больше 10 попаданий на стол. Корпус является проводником всей силы, посылаемой от ног, и очень важно научиться им работать. Когда вы будете играть корпусом, вы всегда будете сохранять равновесие и вкладывать максимум силы в удар без потери контроля. После того, как почувствовали корпус, соединяем это движение. Корпус плюс рука. Теперь наша задача научиться делать удар через корпус с включением предплечья. Подводящее упражнение. Упражнение 1. Имитация удара с корпусом и предплечьем. Встаем в правостороннюю стойку, ставим локоть 90 градусов и немножко подворачиваем корпус вправо. Локоть от тела находится на расстоянии сжатого кулака.
Еще обратите внимание, чтобы локоть был направлен четко вниз. У некоторых возникает ошибка, когда они выворачивают локоть вперед. Итак, начинаем имитацию. Мы начинаем делать удар от левого плеча, оно запускает корпус первым, что позволяет не напрягать руку и одновременно вкладывать силу. Чтобы правая часть корпуса создала давление не за счет напряжения мышц руки, а за счет инерции при повороте во время удара. Также не забывайте про неигровую руку, она должна быть согнута. Очень часто вижу эту ошибку при обучении, когда рука висит прямая. Сразу теряется эстетика движения. Неигровая рука помогает в ударах и держит плечи прямо, сохраняя ваше равновесие. Стоять с прямой рукой равносильно тому, если вы будете бежать и одну руку согнете, а вторую положите в карман. Затем, после начала движения левого плеча, начинает движение предплечья вперед вокруг локтя к голове. По ощущениям, рука как бы запаздывает за корпусом. Упражнение 2. Работа на тренажере. Мы ставим тренажер-колесо. Оно может быть как средних размеров, так как и у меня в виде мячика. Очень помогает при постановке техники. Если вам интересно узнать о колесах и как с ними правильно работать, пишите в комментарии. Мы встали в стойку и повторяем то же, что при имитации, но выполняем удар по колесу и следим, чтобы все шло последовательно и локоть стоял на месте. Упражнение за столом. Упражнение 1. Бросаем мячик о свою половину и делаем удар. Поворачиваем левое плечо, затем предплечье и касаемся левой брови запястьем. Задача в том, чтобы мы оказались плечами в направлении удара. Указательный палец точно смотрел в правый угол, локоть находился снизу, чуть впереди корпуса, сбоку от нас. Пока что играем через фиксацию, затем обратно замах, начинаем правым плечом, а предплечье опускается снова под углом 90 градусов. Запомните, замах делается корпусом, а не рукой. Во-первых, это быстрее, во-вторых, у вас всегда будет правильная позиция перед ударом. Упражнение 2. Тренер бросает БКМ, выполняем удар в той же последовательности, не торопимся. Упражнение 3. Делаем одиночный накат по подаче с фиксацией. Упражнение 4. Тренер бросает БКМ в небольшом темпе. Задача игрока после окончания движения быстро развернуть корпус на следующий удар и снова сделать накат. Упражнение 5. Держим на стабильность, добиваясь последовательно и синхронного выполнения наката. Для начала делаем по 2 раза, пока движение не будет плавно получаться. Затем по 3, 5 и если без искажений начинаем делать на стабильность. Теперь добавляем работу ног. Подводящие упражнения. Для начала нам необходимо почувствовать ноги, так как у многих начинающих нет двигательного багажа. Ноги в ударе также двигаются вокруг вперед, как предплечья, и имеют свою особенность. Упражнение 1. Повороты таза. Ставим ноги параллельно, шире плеч, руки кладем ниже пояса сбоку и выворачиваем таз вначале вправо до отказа, затем влево и крутим, пока не почувствуем, как он у нас работает. Затем разворачиваемся в правостороннюю стойку и делаем то же самое. Упражнение 2. Перекаты. Садимся на правую ногу, перекатываемся на левую, затем снова на правую, затем на левую. Это упражнение позволяет почувствовать перенос центра тяжести. Упражнение 3. Встаем в правостороннюю стойку, теперь поворачиваем немного таз вправо и загружаем немного правую ногу. Вы должны почувствовать, что у вас там появилось напряжение. После этого разворачиваем таз и в этот момент немного тянем себя вперед, стараясь уйти в левую ногу вперед. Когда почувствовали, добавляем разворот в носочках. Это позволяет сохранить легкость и подвижность в ударе, чтобы не прилипнуть к полу. После этого всего объема проделанной работы мы соединяем работу ног с корпусом и рукой и начинаем закреплять. Делаем это максимально медленно, чтобы почувствовать каждый миллиметр нашего движения. Подводящие упражнения. Упражнение 1. Имитация. Мы собираем все звенья воедино. Встаем в правостороннюю стойку, носочки в сторону, вес тела на правой ноге, корпус развернут, локоть 90 градусов, кисть смотрит носиком в сторону и немного внутрь. Начинаем движение с разворота таза и одновременно переноса центра тяжести. В этот момент стартует левое плечо, вес тела доносится вперед в левую ногу и за момент доворота носочка вперед выполняется удар предплечьем. Плечи и носки доворачиваются и рука фиксируется запястьем на левой брови. Вес тела должен оказаться в левой ноге раньше окончания удара. Тогда у вас получится эффект хлыста, когда большая группа мышц ноги передает импульс в более мелкие мышцы предплечья, создавая максимальное использование силы без напряжения.
Упражнение 2. То же самое делаем по колесу в медленном темпе. Когда мы все освоили, то делаем упражнения за столом в том же порядке, как в прошлом блоке. Данное видео советую пересматривать до тех пор, пока не прочувствуете и не осознаете всю последовательность. Это был не полный разбор техники наката справа. И если вам интересно узнать про типичные ошибки в накате и с помощью каких упражнений их можно исправить, пишите в комментариях. Это было видео о базовой технике наката справа и методике обучения. Если вам оказалось полезным это видео, ставьте лайк, ставьте колокольчики и подписывайтесь на наш канал. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте и телеграм-канал. Ссылки под видео. Это для нас будет лучшая благодарность. С вами был Иван Толмачев. До встречи.